На ковре А чистую техническую победу одержал Андрей Бегловец, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Еламан Амангельды, Республика Казахстан, и Степан Охлопков, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Еламан Амангельды, Республика Казахстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Они в ленте тоже. Челлендж проигран. 4 балла синему, еще 1 балл синему. Ковер полоста, Kiran jalda.
Б. Победу одержал Айндар Шайжанимаев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашается Арсен Халгаев и Григорий Осипов, оба представителя из Республики Саха-Якутия.
На ковре А победу одержал Еламан Амангельды, Республика Казахстан. На ковре А начинаются квалификационные поединки весовой категории до 65 килограммов. Приглашается Дмитрий Шварц, Республика Беларусь, и Кирилл Дорожкин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б чистую техническую победу одержал Арсен Халгаев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются квалификационные поединки весовой категории до 74 килограммов. Приглашается Антон Сучков, Красноярский край, Юлиан Сильвестров, Республика Саха-Якутия. Сейчас одна со стола,
На ковре Б чистую техническую победу одержал Антон Сучков, Красноярский край. На ковре Б начинаются квалификационные поединки весовой категории до 86 килограммов. Приглашается Тимур Катаев, Красноярский край, и Нургун Малышев, Республика Саха-Якутия. Ребята, табло тоже внимательно. Они близко стоят, снесут. Кто там край ковра, снесут там табло. Ну, значит, туда близко. На ковре А победу одержал Кирилл Дорожкин, Республика Саха-Якутия. На ковер А начинаются квалификационные поединки весовой категории до 74 килограммов. Приглашается Богдан Гальбанов, Кемеровская область, Ильяс Ербалатов, Республика Казахстан. Bunlara hülya Allah da okumayı. İtkini ağırlarını bildiğine var. Bunlara hülya Allah. Şimdi bir tane torunu takan var ya. Torunu bir tane koca bir. Yine tuvalet giriyor. Program atıyor. На ковре Б начинается первый раунд в весовой категории до 97 килограммов. Приглашается Атбаяр Атгонбатор, Монголия, Илья Жибалов, Республика Бурятия. Не, ну правильно. Bu Dimitri Spötbet'i de. O kim? O Dorogoy kulağını göster. Dorogoy Николай Дмитриевич. На ковер Б приглашается Атбаяр Атгонбатор,
Монголии. На ковре Б победу на туше одержал Илья Жибалов, Республика Бурятия. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 57 килограммов. Приглашается Эльдар Иванов, Республика Саха-Якутия, Анатолий Козлов, Республика Саха-Якутия. 1/16 финала.
На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Богдан Грибанов, Кемеровская область. На ковре А начинается квалификационный раунд весовой категории до 86 килограммов. Приглашается Алексей Евдокимов, Иркутская область, Руслан Юршин, Иркутская область.
Победу одержал Анатолий Козлов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Алексей Антипин, Республика Северная Осетия, Алания, Алексей Репин, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Руслан Юршин, Иркутская область. На ковре А начинаются поединки в весовой категории до 97 килограммов. Приглашается Максим Торбин, Амурская область, Жорик Живоев, Республика Северная Осетия, Алания. Первый раунд.
На ковре А чистую техническую победу одержал Жуэ, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Лев Павлов, Петр Адамов, оба представителя из Республики Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Алексей Репин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Юрий Винокуров, Республика Саха-Якутия, Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия.
по системе. Пока. Без На ковре А чистую техническую победу одержал Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Андрей Ветловец и Николай Захаров, Республика Саха-Якутия. На ковре Б чистую техническую победу одержал Жардал Баяндуев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашается Болор Эденегенбол, Монголия, Николай Охлопков, Республика Саха-Якутия.
Василий, дай программу, да? Дурацкий. Это Папаров? Да. Папаров. Документы сказали ясно. А документы я в поле номер.
На ковре Б победу одержал Николай Охлопков, Республика Саха, Якутия. На ковер Б приглашается Баир Баяндуев, Республика Бурятия, Алексей Яковлев, Республика Саха, Якутия. Я все. Временно. Где он здесь? Ну, все, распечатал. Все? Молодец, все, молодец. Молодец. Там, в этом кабинете все есть там. Вот здесь, в комнате. 2 балла красному, челлендж выиграть. На ковре А победу одержал Андрей Ветловец, Республика Саха, Якутия. На ковер А приглашаются Кескель Семенов и Ян Васильев, оба представителя из Республики Саха, Якутия. На ковре Б чистую техническую победу одержал Баир Баяндуев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашается Александр Егоров и Егор Явловский, оба представителя из Республики Саха, Якутия. Ummadım. Ummadım iyi herhalde.
На ковре А победу одержал Ян Васильев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Николай Заболоцкий, Республика Саха-Якутия, Ринчин Гармаев, Республика Бурятия. Весовая категория до 57 килограммов. 1/16 финала. Чистую техническую победу одержал Егор Явловский, Республика Саха-Якутия, ковер Б. На ковер Б приглашаются Арсен Кондратьев, Республика Саха-Якутия, Еламан Мангельды, Республика Казахстан.
категории «Б» чистую техническую победу одержал Еламан Амангельды, Республика Казахстан. На ковер «Б» приглашается Дамир Явловский, Республика Саха-Якутия, Артем Габаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер «Б» приглашается Артем Габаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре «А» победу одержал Ринчин Гармаев, Республика Бурятия. На ковер «А» приглашаются Виктор Ровкин и Николай Жирков, оба представители из Республики Саха-Якутия.
На ковре Б чистую техническую победу одержал Артем Кабаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б начинается поединок весовой категории до 97 килограммов. Приглашается Жорик Джилоев, Республика Северная Осетия, Алания, Отбаяр Одун, Отгонбата, Монголия. Второй раунд. На ковре А чистую техническую победу одержал Виктор Ровкин, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Алдар Шайженимаев, Республика Бурятия, Николай Щеглов, город Москва. На ковре Б чистую техническую победу одержал Жорик Джилоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 65 килограммов. Приглашается Арсен Халкаев, Республика Саха-Якутия, Василий Григорьев, Республика Саха-Якутия. Так, только нет судейской, Коля сразу вытащит. А кому отдавать? У него есть. А? Это кому? Это мне Да. Ну да. Это батала так.
fatto l'inchiesta.
Челлендж выиграл, 2 балла синему, 2 балла красному. Счет встречи 5-3. На ковре А победу одержал Алдар Шайжинимаев, Республика Бурятия. На ковер А приглашается Эльбек Сахакян, Республика Армения, Владислав Макарцев, Республика Саха, Якутия. На ковре Б победу одержал Василий Григорьев, Республика Саха, Якутия. На ковер Б приглашается Анатолий Громыко, Республика Беларусь, Николай Спиридонов, Республика Саха, Якутия. Весовая категория до 65 килограммов, 1/8 финала. На ковер Б приглашается Анатолий Громыко, Республика Беларусь.
Челлендж проигран 4 балла, борцу красного трико и балл дополнительно. На ковре Б чистую техническую победу одержал Анатолий Громыко, Республика Беларусь. На ковер Б приглашаются Николай Иванов и Игорь Матвеев, оба представителя из Республики Саха-Якутия. Челлендж выигран балл красному. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Гельбер Сахакян, Республика Армения.
На ковер А приглашается Дмитрий Карастоянов, Республика Молдова, Юрий Анисимов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Павел Матвеев, Кемеровская область, Умар Умаров, Республика Дагестан. Весовая категория 65 килограммов, 1/8 финала.
Заместитель, да? А? На ковре А победу одержал Дмитрий Карастоянов, Республика Молдова. На ковре А начинается поединок в весовой категории до 97 килограммов. Приглашается Владислав Козлов, Республика Беларусь, Максим Тарпин, Амурская область.
На ковре победу на душе одержал Владислав Козлов, Республика Беларусь. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 65 килограммов. 1/8 финала. Приглашается Иван Потапов, Республика Саха-Якутия, Иван Карагеоргий, Республика Молдова. На ковре Б победу одержал Умар Умаров, Республика Дагестан. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 57 килограммов. 1/8 финала. Приглашается Алексей Репин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б ввиду травмы соперника победу одержал Алексей Репин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Римчин Гармаев, Республика Бурятия, Николай Охлопков, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Николай Охлопков, Республика Саха-Якутия.
Kazakhstan'da bildiğin de değil mi? На ковре А чистую техническую победу одержал Иван Потапов, Республика Саха, Якутия. На ковер А приглашается Леонид Слепцов, Республика Саха, Якутия, Ринчинов, Республика Бурятия. На ковре Б победу одержал Николай Охлопков, Республика Саха, Якутия. На ковер Б приглашаются Алдар Шейжелимаев, Республика Бурятия, Егор Явловский, Республика Саха, Якутия. На ковре А чистую техническую победу одержал Ринчинов, Республика Бурятия. На ковер А приглашается Магомед Байтукаев, Чеченская Республика, Аслан Трофимов, Республика Саха, Якутия. Discrimination in the way. Terlambat ini bisa. Ini Тинтен кем чиши волгу тинтен нет.
На ковре А победу одержал Магомед Байтукаев, Чеченская Республика. На ковре Б победу одержал Егор Явловский, Республика Саха, Якутия. На ковер А приглашается Денис Репин, Красноярский край, Кирилл Дорожкин, Республика Саха, Якутия. На ковер Б приглашается Дмитрий Карастоянов, Республика Молдова, Артем Габаев, Республика Северная Осетия, Алания.
На ковре Б по причине травмы победу одерживает Артем Кабаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 74 килограммов. 1/4 финала. Приглашается Михаил Павлов, Республика Саха-Якутия, Армен Мусикян, Армения. Pustay, may nakama dyan. Tingin ko naman. На ковре А победу одержал Денис Репин, Красноярский край. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 57 килограммов. 1/8 финала. Приглашается Лев Павлов, Анатолий Козлов. Оба представителя из Республики Саха-Якутия.
ковре А чистую техническую победу одержал Лев Павлов, Республика Саха, Якутия. На ковер А приглашается Ян Васильев, Республика Саха, Якутия, Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия. На ковре Б чистую техническую победу одержал Армен Мусикян, Республика Армения. На ковер Б приглашается Богдан Грибанов, Кемеровская область, Церен Дугаржапов, Республика Бурятия.
ya. Bir tane bakalım şuna bakalım. Ucunun diye bekleyin taşın. Ve petrol. Petrol bırakıyor. Dur daha. Kalk. Kendine судороглав dedi. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Виктор Ровкин, Республика Саха-Якутия, Баир Баяндуев, Республика Бурятия.
На ковре Б победу одержал Богдан Кальганов, Кемеровская область. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 86 килограммов. 1/4 финала. Приглашается Егор Лужин, Амурская область, Джулстан Калачев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Гельбер Сахатян, Республика Армения, Еламан Мангельды, Республика Казахстан.
На ковре Б победу одержал Егор Лужин, Амурская область. На ковер Б приглашается Руслан Юршин, Иркутская область. Челлендж подаю 4 балла, еще балл. На ковре А победу одержал Ялман Нагенды, Казахстан. На ковре Б ведунья спортсмена победу присуждается Руслан Юршин, Иркутская область. На ковер А приглашается Тюменбади, Республика Бурятия, Антон Сучков, Красноярский край. Весовая категория до 74 килограммов, 1/4 финала. На ковре Б приглашается Владислав Козлов, Республика Беларусь, Жорик Живоев, Республика Северная Осетия, Алания. Весовая категория до 97 килограммов.
Надо
На ковре Б победу одержал Жорик Живой, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Ренчин Ренчинов, Республика Бурятия, Анатолий Громыко, Республика Беларусь. На ковре А победу одержал Антон Сучков, Красноярский край. На ковер А приглашается Александр Балтуев, Иркутская область, Айтал Белолюбский, Республика Саха, Якутия. Весовая категория до 74 килограммов, 1/4 финала. На ковре А чистую техническую победу одержал Александр Балтуев, Иркутская область. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 86 килограммов, 1/4 финала. Приглашается Усуз Ирейдуй, Отгонбат, Монголия, Тимур Катаев, Красноярский край. На ковре А чистую техническую победу одержал Тимур Катаев, Красноярский край. На ковер А приглашается Айтал Уйгуров, Республика Саха-Якутия, Мустафа Гаджи Малач-Дибиров, Республика Дагестан.
На ковре А чистую техническую победу одержал Мустафа Гаджи Малачдибирев, Республика Дагестан. На ковер А начинается поединок весовой категории до 97 килограммов. Приглашается Илья Жибалов, Республика Бурятия, Максим Тарпин, Амурская область. На ковре Б победу одержал Анатолий Горомыко, Республика Беларусь. На ковер Б приглашается Денис Репин, Красноярский край, Умар Умаров, Республика Дагестан.
ковер А приглашается Иван Потапов и Василий Григорьев, оба представителя из Республики Саха-Якутия. Весовая категория до 65 килограммов, 1/4 финала. Ini
달아나서 그렇게 목까지 좀 안에 피지가 한번 없는데 근데 피지가 한번 없는데 이거 한개 오세요 빨리 아까 신는 날에 핵 뛰어 고맙다고 한 국민도 만나 또 가오라 그리고 또 됐다 돈 아무거나 했다 끝내라고 보는 이해 비슷하게 하고 На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Иван Потапов, Республика Саха, Якутия. На ковер А приглашается Магомед Байтукаев, Чеченская Республика, Игорь Матвеев, Республика Саха, Якутия. На ковре Б победу одержал Умар Умаров, Республика Дагестан. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 57 килограммов, 1/4 финала. Приглашаются Жаргал Паяндуев, Республика Бурятия, Николай Охлопков, Республика Саха, Якутия. На ковер Б приглашается Николай Охлопков, Республика Саха, Якутия.
На ковре А чистую техническую победу одержал Магомед Байтукаев, Чеченская Республика. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 57 килограммов. 1/4 финала. Приглашается Лев Павлов, Алексей Репин. Оба представляют Республику Саха-Якутия. На ковре А чистую техническую победу одержал Лев Павлов,
Республика Саха, Якутия. На ковер А приглашается Баир Баяндуев, Республика Бурятия, Егор Явловский, Республика Саха, Якутия. На ковре Б победу одержал Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашается Яламан Мангельды, Республика Казахстан, Артем Кабаев, Республика Северная Осетия, Алания.
На ковре А победу одержал Баир Баяндуев, Республика Бурятия. На ковре А начинается полуфинальный поединок весовой категории до 74 килограммов. Приглашается Антон Сучков, Красноярский край, Армен Мусикян, Республика Армения. На ковре Б победу одержал Артем Кабаев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б начинается полуфинальный поединок весовой категории до 74 килограммов. Приглашается Александр Балтуев, Иркутская область, Богдан Трибанов, Кемеровская область.
На ковре Б победу на душе одержал Александр Балтуев, Иркутская область, и тем самым выходит в финал. На ковре Б начинается полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов. Приглашается Мустафа Гаджиев, Балачдибиров, Республика Дагестан, Руслан Юршин, Иркутская область. На ковре А победу одержал Антон Сучков, Красноярский край, и тем самым выходит в финал весовой категории до 74 килограммов, где встретится с Александром Балтуевым. На ковре А начинается поединок, полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов. Приглашается Тимур Котаев, Красноярский край, Егор Нужен, Амурская область.
На ковре чистую техническую победу одержал Тимур Катаев, Красноярский край. И тем самым выходит в финал. На ковре начинается полуфинальный поединок в весовой категории до 65 килограммов. Приглашается Иван Потапов, Республика Саха-Якутия, Анатолий Громыко, Республика Беларусь. На ковре Б победу одержал Мустафа Гаджи Малач-Тибиров, Республика Дагестан. И тем самым выходит в финал, где встретится с Тимуром Катаевым. На ковре Б начинается полуфинальный поединок в весовой категории до 65 килограммов.
Приглашаются Магомед Байтукаев, Чеченская Республика, Умар Умаров, Дагестанская Республика. Секунда на ковер Б. Внимание, последнее действие. Говоря, 4 балла борцу синий трико, 2 балла борцу красный трико, еще 2 балла синему. Челлендж выиграл.
ковре Б победу номер 6 одержал Магомед Байтукаев, Чеченская республика. И выходит в финал. На ковер Б приглашается Баир Баяндуев, Республика Бурятия, Артем Кабаев, Республика Северная Осетия, Алания. Полуфинальный поединок в весовой категории до 57 килограммов. На ковре А победу одержал Иван Потапов, Республика Саха-Якутия. И тем самым выходит в финал, где встретится с Магомедом Байтукаевым. На ковре А начинается полуфинальный поединок в весовой категории до 57 килограммов. Приглашается Лев Павлов, Республика Саха-Якутия, Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия.
На ковре Б победу одержал Артем Кабаев. Республика Северная Осетия, Алания. Тем самым выходит в финал. На ковер Б приглашается Илья Жибалов, Республика Бурятия, Владислав Козлов, Республика Беларусь. Весовая категория до 97 килограммов. На ковре А победу одержал Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. И тем самым выходит в финал, где встретится с Артемом Кабаевым. На ковре А начинается поединок весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются от бояр от Гонбата, Монголия, Максим Тарбин, Амурская область. Уважаемые спортсмены, послушайте информацию. В 18:00 начнется парад спортсменов. С каждой команды должен быть один представитель. В 18 часов начнется парад спортсменов. С каждой команды должен быть один представитель.
На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Максим Тарбин, Амурская область. На ковре А начинается утешительный поединок в весовой категории до 74 килограммов. Приглашается Юлиан Сильвестров, Республика Саха-Якутия, Тюмен Бадиев, Республика Бурятия.
Палка. Чем вообще? Вот, хорошо. Иди покушай. Потом. На ковре Б победу одержал Владислав Козлов, Республика Беларусь. На ковре Б начинаются утешительные поединки весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Петр Адамов, Анатолий Козлов. Оба представляют Республику Саха-Якутия. Уважаемые зрители и гости, прослушайте информацию. Финальные поединки начнутся сегодня в 18:00.
हाँ इसमें आपका मन नहीं है इस पर На ковре Б чистую техническую победу одержал Петр Адамов, Республика Саха, Якутия. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 57 килограммов. Приглашается Дамир Явловский, Республика Саха-Якутия, Дмитрий Карастоянов, Республика Молдова. На ковре А чистую техническую победу одержал Тюмень Бадиев, Республика Бурятия. На ковре А начинается утешительный поединок весовой категории до 65 килограммов. Приглашается Иван Карагеоргий, Республика Молдова, Василий Григорьев, Республика Саха-Якутия.
На ковре Б с явным техническим преимуществом победу одержал Дамир Явуловский, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Петр Адамов, Алексей Репин, оба представителя из Республики Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Иван Карагеоргий, Республика Молдова.
На ковре начинается поединок весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Аслан Трофимов, Игорь Матвеев. Оба представляют Республику Саха-Якутия. Челлендж проигран. Бал красный. Немножко воды. Впереди не ставь. Нравится. Вот!
На ковре Б победу одержал Петр Адамов, Республика Саха, Якутия. На ковре Б объявляется технический перерыв. На ковре А победу одержал Игорь Матвеев, Республика Саха, Якутия. На ковре А начинается утешительный поединок в весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Дамир Яблонский, Республика Саха, Якутия, Еламан Мангельды, Республика Казахстан. Давай так, ну-ка. 57. России. Вышел. Дальше. Да, почти. Меня то гол не отдал. Я то гол не отдал. Привет, пока, да? Кажется. Пока, да? Всего 10 минут. Я тебе классно спину. Остетин. По структуре, Ну, такой.
более как взрослый. Он не попался. И как раз ему попался. Это было маленькую я осветили и там была Башкиша это. Ну, попался. Он 90. И на следующий день ты никому не рассказывай, что я тебе прошлый год говорю. Он уже на 30 килограмм. На 82. А 52? Это вот Это вот с юношей до юниор, да? сильный пижок, вот этот вид. Следующий годок. 80. Это кузанный был. Кеме айтан көрі. Айтан көрі маған ойды. Вообще. Вот тебе было. Ну, барик был сейчас. Это он и кинулся. Я отдайте. Барик. Ну, просто правда. Его... Ну, больше все там не живут. Современные не больше. Садулав тоже такой. Его, говорят, наш побеждал даже 46-50. Чувство на разе. Чувство на разе. Это скушано. До 2002 года. До 21. Не. Допущен по 2010. А, ну, хорошо. И 18. Допущен. لو казахи кимал бутылка каете Запашен. Садулав тоже запашенный, говорят. Садулав, Абдулла Рашид. молодость. Ага, говорят, 93-го, так, 94 пошел. Говорят, его побеждал на тупиковой России. Сейчас уже никак не останется. Вот это и будет. Вот, то он что выкинет это будет. Россия. Вот он что пакет, его не суматов. Это будет. Он какой-то роман. Он требует. Он требует. Он будет один. Вот там. Вот он против. Это Янга, да? Корея. Он Янга брал. Такой маленький был, оказывается. Сейчас он 97 кое-как. Ой, как его так, 97, он маленький. А, да? Ну, это его послушать, это неплохо. Ну, тут титулов набрал. Ну, раз чемпионный пол. Юга там стал. Да. Это
Kimi tan? Atman Atlan var. var. Честно говоря, закончил. Свою отборонность. Его на лучше честно. Kimi onlar yumuşattı takmadı. Yumuşak bir takmadı. На ковре А весовой категории до 57 килограммов в утешительном раунде победу одержал Еламан Амангельды, Республика Казахстан. На ковре А объявляется технический перерыв. В Атланте на Олимпийских играх 50 да? Уже больше 30 31 почти. А так я только до этого правильно, да? Чемпионат России и турнир 91-92. Финал Уважаемые зрители и гости, послушайте информацию. Финальные битвы начнутся с 18:00. Можно, как было? Это не так, это. времени полностью. До 6 я вот еще. До 6 времени полно еще. 2 часа еще.
Sahada lah. Betul-betul betul. Aku belum. Orang namanya ni Dua, sama tu mengalir. Berta, sistem berta itu. Untuk Я бандитство уже уехал, не приезжал. А, так вчера, сегодня понимаете? там, разного ладно. Хотя, автосалон поднес. Я был поймать. Görünüş, tabii ki. Böyle mi? Ondan hala С таких крутых бортов никого не было.
Apa keren lah? Tawakkal. Стас, браво! Алло!
Награждение, блин.
Sayın. Bak bak bak.
Ano? Nag-review niya kami ang kadera ko. Bakam sarap tuh kami. Oh, dokter na. Di gitu bu. Ini kinari parang. Kalau hari ini magtakkan diri parang takkan diri. Это такая, ничего страшного. И так как banner yang turun lahat banner kan.
ada. Hah? Tuh. Jadi. Kan betul.
Манна тылатыр болуға. Ототугар, онна қана бүдет тұрған. Ha? Rigar tanah wiri. Айттау, қана бар еді.
Bukan dari kabel itu. Mana kan ini? Atau mana dalam mana itu? Apa baru kita terus untuk cari itu. Kasar, bazar. Tamam diyorsun. Tamam. Mas gavın. Doğru rahat. Nasıl da bu benim var. Yok mu? Bu da şuna. Kadar bir turumuz var. O ne? Şimdiki mehkemet bu ne? Canı sıkıntı. Falan bir kadın bunu için. Korkma hikaye. Ne? Turki'de.
Ya onu ya. Нет, просто ты не больше участвуешь. Gel, ben size telefondan ya. Ne diye sağlık? Var ya. Hey, bu niye onların bir de peşitliği bir de ben buraya kola aldım. Kadını veriyorum. Senin anılarında onu hepim yeni. Oruka çok yıl otupaş, sonu otupaş kola aldım. Kabutu bikini yavruyu bana kurtar. Nanti loh, kutung Mantık bazı. Çok büyük bir bazı bir. Bunu ben de fotoğraf. O yüz sorunlar. Aha. Aha. Cek orang punya rahasia. Terus, Bu var daha hemen. tajam sedikit. Aha, film itu taraf semata. Ben arada ne var? Maşa. Ben arada ne var? Aha. Ini juga kapan ada betul. Itu lihat. Bu macam tu kok. Saya tak malu saya kan baru Kalau kan kami nerede? Perakat bu gitu. Doktor. Sirkada kalli الإرهاب ما اللي قلنا Kendine kiraat tercağına bu kempiliğin araya kadar sorumlu yani. Andra, siapa hari yang mana dari kan kita kan. Tujuan? Bu bakal andra. İşte Mosta da hemen bile kirarı gibi. Korkmasın. Tokmasın hani? Vajik.
Kanal. Sirke Doktora ne? birine tiap aja doktora. Алло. Itu mosta ti bekar semafor kan kita umur di gedung kita. Aital. Lucinha. Onda çok da rollar onu değerli bir vakti. Biar bakal. Nonton akan medal besar. Kok masalah ni? Buat. Oke. Orang lưng nó có một Tahu tahu pastan dia. Pastan itu. Dia kalau hidup no bahat kita kita mana तो हो खाए जो तुम तो हो ओ मो तो के वो से मारे दिन तक तब ये मोटे के मेरे दिन पर करे मो ओ तो ठीक है तो हमने ए मो ना तो ono better ono na jadi ke cukup lo bodoh ko ma ya sisi me jadi ke Ona niye onu tutacak yine yaptı niye? Otomatik. Mungkin untuk terus bodoh. O yine o Türkiye olmağına yine bakın anlayışlar nasıl bir zaman. Ano Allah'ta. Yok iyi olur ne kadar siyah yaptı. Şimdi Ini orang ini itu aku bodoh juga. Dua, tapi kita. Jadi mesti dia lalu. Ona, ada apa kita?
İpten. Centralne spodne kine. Onu hrao tu trash. Kini dosyemde. Finalleşeceğiz ondan ayağında bildiği biri var dolar. Aman. Все, он мне еще 16 индивидов. Слава Богу, 16. Они финальные бои били. Иди диктор живая. Финальные бои. Кümeci bir de step bas. Kümeci. Kümeci dedi. Kohti bas. Это почти билет. Перевес 150 грамм. Şöyle Окей, весь, ну, только кини хендер, надо бакини кити. Киюндар.
Они ворота. Стало можно. Они А вообще. Эти не знаю. Не, да, да. Но фактически это просто не Успеть точно. Поэтому я не так. Это было... Это не есть. Узнал техника, деталь, ну ты вот если сила А ты мусора. Ты устроил Наша! Привет, Калина! Потом мы не знаем, Эй, блин, не кричи плохо, можно было бы. Ага, видите, вот это жизнь. Нет,
Yung berteman. Ah, mo. Ono no siya mo. Doktor. Matak mo na yan. Matak mo na diretso. Ito sa sa Polin. Ito signora. Kasi wala. Ibang niya. Ibang kira ba? Ibang katakan na sa rewa. Hindi po yung mga kasi hindi ko na hane. Hindi yung ko ken. Hindi ko na hane. Kasi gagan. Yung kasi sa mo to. Hindi ko wala pa kasi to. Kita mana para Amerika nembak anak. Mana dah kira kasih, bu mana Mana kira kasih. beliin sekretariatnya kayak ini yang didaftarin dari baru. Bu mana di tempat. Ada begitu mana dokter di awalan. Ondan da рождения было. Бакпай мончик исхамаз zaman. Degi taşı taşı. Bunun haline ne bileyim canları kurgu ifigu kurgu bakpay oldu. Tahu wanca kaya kamari. Bu mana tutup. Поставили этот микрофон работает. Включенный, да? Tığlatıp can ola kita fatal. Oğlum da kama keremler. Anne gibi. Ondan. Ya kadar Peki bir yürüyüşün üstünde Ano gusto ko na lang ulit wa. Dirijal tiste. Ya kimi kasık var. Öyle mi? Evet, bilmeyeceğim.
Sizin. Benim meclislerim. Beş kutu. Dün 5 minutta. Dün 5 minutta Allah. Yakinli var. Bir biliyor mu, korkuş biliyor mu? Çok merak ettim. Ya insan da bedeli de Kimler bunu olayım? Kimler? Dia mana dia? Dia mana dia? Mana beli hotel? Kintu pun. Kemana dia foto tu bersama? Rasa nak? Dia tinggal di mana? Sekolah di mana? Min $100 vererek Di mana transport? Buat hari berkumpul. Mana? Çok kalan anak mirip bunu ol bırakamı. Ya şunu topladı. Ini başı tuttum. O da kesin. İsmini çok. Nasıl bir şey? Sakın bir şey var.
이런 거 있죠.
Эти не перечисляют. Всех-то. 12 человек.
праздника. Мартин Местников Бастан. Бастан Кинтон. Викторский Бастан. Верховная Града или Минспорта все по-моему, да? Правоходная. А они там Бастан Кемнах Гендерова Я говорю, вот парк-сектор. готова. Саша готов? Музыкальный Вот раз bilen bulan da yeri. Onun ortaha ahut turuz mahmut tuttuğunu. Ya havlanlarına her. Paranın da bir güzel bunlarda kendi bakıyorlar. Ulan güzel güzel. Bravo. Мам, я не знаю,
Ох, не знаю. Maka ayaw na nagdara ko. Ayaw na. Студент. Вот он, студент. А это открытие. No from Maroko, ما كان يحتاج أن تجد Микрофон включите там, пожалуйста. Потом мол помощь, а он мне... Судьи, просим вас подойти к судейскому столу. Судьи, просим вас подойти к судейскому столу. Ой,
школу не бороться, были там разделялись, вызвали, что мед не было. Я не думал, что это какой-то. Я думал, что это если ты закон, он не бесит, он бесит. Хотя он не бесит, он не бесит. Не может, он бесит. Вот и все, честно, уже все. Я это все пишу. Не забыли, а что, когда не я ему говорил. Пока ты не ходишь, когда ты если Если ты знаешь, что он я говорю, если будем выставить, все, обязательно я. Да, что там? Комментатор. Роман Дмитриев Атран, Россия тағы көңіл тұсту турнирін күттілақтырғар, оннан өтжіптіргар, ұруй айқал болу. Уважаемые участники, приветствуем вас на всероссийском турнире по водной борьбе среди мира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. На торжественном открытии присутствует заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Леонид Николаевич Спиридонов. Старший тренер юниорской сборной команды России Август Маханович Кадисов. Чемпион Олимпийских игр, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации Павел Павлович Пенигин. Серебряный призер Олимпийских игр, призер Кубка мира, призер чемпионата Европы, неоднократный чемпион и призер чемпионата СССР, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Якутской АССР Александр Николаевич Иванов. Супруга Романа Михайловича Дмитриева Антонина Сафроновна Дмитриева. Дочь Романа Михайловича Дмитриева Анна Романовна Дмитриева. Сын Романа Михайловича Александр Романович Дмитриев. Сын Романа Михайловича Роман Романович Дмитриев. Дочь Романа Михайловича Марина Романовна Крылова. Якутия приветствует дорогих гостей, любителей спорта и участников Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров 2002-2004 годов рождения, памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Михайловича Дмитриева. Ровно 50 лет назад, 31 августа 1972 года, Роман Дмитриев, гордость Республики Саха-Якутия, одержал победу на Олимпийских играх в Мюнхене.
В течение 50 лет в Якутии именем Романа Михайловича названы улицы, скверы, среднеобразовательная школа, училище Олимпийского резерва, воздушное судно. Имя Романа Дмитриева включено в зал славы Объединенного мира борьбы. Изданы книги и фильм, посвященный его жизни и работе. Уважаемые гости, участники и зрители Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. В народе Романа Михайловича уважительно сравнивали со снежным барсом. Именно барса, как мягкого, ловкого и мудрого охотника. Встречайте талисман турнира памяти Романа Дмитриева «Снежный барс». Родился 7 марта 1949 года в селе Лискан-Жиганского района. Водной борьбой начал заниматься с 13 лет. В 17 лет стал чемпионом юношеской спартакиады народов Якутии, а в 18 лет чемпионом спартакиады школьников СССР. В 1968 году в возрасте 19 лет Роман Дмитриев, уверенно победивший на молодежном первенстве СССР, был включен во взрослую сборную страны. Уже в молодом возрасте Роман Дмитриев показал себя умным, техничным и тактически разнообразным борцом. Для народа Саха и любителей спортивной борьбы имя Романа Дмитриева является нарицательным. Он пример для подражания.
В 1972 году Роман Дмитриев навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта, победив на Олимпийских играх в Мюнхене. Имена чемпионов золотыми буквами вписаны в историю советского и мирового спорта. И первое золото для советской борцовской дружины в самой легкой категории до 48 килограммов завоевал Роман Дмитриев, одержав победу над сильными соперниками. What?
В эти дни наша республика приветствует лучших борцов-вольников и юниоров с разных уголков России и СНГ. Каждый спортсмен привез с собой не только мечту о победе и рекордах, стремление достойно представить свой народ, но и горячее желание найти здесь новых друзей. Поистине, спорт и дружба неразлучны. В этом году в турнире примут участие гости Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Встречайте, сборная команда Армении. Сборная команда Беларуси. Сборная команда Молдовы. Сборная команда Монголии. Сборную Российской Федерации представляют Амурская область, Республика Бурятия, Воронежская область, Республика Дагестан, Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Чечня. Парад участников турнира завершает сборная команда Республики Саха-Якутия. Для торжественного открытия Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева приглашаются заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников, Старший тренер юниорской сборной команды России Гадисов Абдусалам Мамадханович. супруга Романа Михайловича Дмитриева Антонина Сафроновна Дмитриева, заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Уважаемые участники и гости города Якутска, от имени правительства республики разрешите вас поздравить с успешным началом Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Михайловича Дмитриева. Ровно 50 лет назад, в 1972 году,
на Олимпийских играх в городе Мюнхене наш якутский борец Роман Михайлович Дмитриев стал олимпийским чемпионом и тем самым прославил Республику Саха-Якутия на весь мир. Эта победа открыла дорогу многим поколениям якутян, открыла дорогу к спорту высших достижений. Победа Романа Михайловича Дмитриева доказала, что якутские спортсмены могут достигать олимпийской вершины. Благодаря этой триумфальной победе мы, якутяне, якутские борцы и спортсмены в целом, являются успешными участниками на международных всероссийских соревнованиях. Уважаемые участники и гости, поэтому нам очень важно проводить мероприятия, посвященные памяти о выдающихся нашем якутском спортсмене. Поэтому нам очень важно проведение этого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров. Нам очень важно увековечение памяти Романа Михайловича Дмитриева среди якутян, чтобы память о выдающемся спортсмене передавалась от поколения в поколение. Сегодня в городе Якутске, в его родном Жиганском улусе, в Шурапчинском улусе, где он обучался азам вольной борьбы, проходят торжественные мероприятия, посвященные выдающейся победе. И через 2 года, в 2024 году, мы с вами будем отмечать 75-летие со дня рождения Романа Михайловича Дмитриева. И по поручению главы республики Айсена Сергеевича Николаева создан организационный комитет, определен план мероприятий по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвященных дню рождения Романа Михайловича Дмитриева. Безусловно, этот план несет дальнейший значительный вклад в развитие спорта и в том числе в вольной борьбе. Этот план предполагает в том числе строительство социальных объектов и спортивных залов имени Романа Михайловича Дмитриева. Будут сняты документальные и художественные фильмы, посвященные выдающейся победе. И это будет наш вклад в честь великой победы нашего любимого и уважаемого спортсмена Романа Михайловича Дмитриева. Уважаемые якутяне, разрешите еще раз поздравить с этой триумфальной победой и пожелать всем участникам успешного выступления на этих соревнованиях. Соревнования по вольной борьбе памяти Романа Михайловича Дмитриева объявляю открытым.
Начинаем торжественную церемонию вручения наград Республики Саха-Якутия. Указ главы Республики Саха-Якутия за заслуги в области физической культуры и спорта, вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия и многолетний плодотворный труд наградить грамотой главы Республики Саха-Якутия Уварова Василия Петровича, тренера по вольной борьбе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республиканское училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Данилову Николаю Романовичу, старшему тренеру-преподавателю по вольной борьбе Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканская специализированная спортивная школа Олимпийского резерва имени Александра Иванова. За вклад в развитие спорта, высших достижений в Республике Саха-Якутия и высокие спортивные результаты в 2022 году наградить благодарственным письмом главы Республики Саха-Якутия Свинобоева Станислава Егоровича, двукратного победителя первенства России по вольной борьбе, спортсмена-инструктора по вольной борьбе Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Наградить Павлова Льва Семеновича, серебряного призера первенства России по вольной борьбе до 21 года, студента 3-го курса Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха-Якутия, Сунтарский технологический колледж, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Министерством спорта Российской Федерации присвоено спортивное звание «Мастер спорта России по спортивной борьбе» Иванову Данилу Александровичу, студенту Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Слово для приветствия предоставляется старшему тренеру юниорской сборной команды России, заслуженному мастеру спорта России Гадисову Абдусаламу Мамадхановичу. Здравствуйте, уважаемые друзья, жители Республики Саха-Якутия, гости, участники соревнований. Хочу всех поприветствовать, поздравить с открытием всероссийского турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Хочу отметить, что якутские борцы всегда отличались своими высокими достижениями, волей к победе. И один из тех первопроходцев, который показал эту волю к победе и завоевал олимпийскую медаль, был Роман Михайлович Дмитриев. Хочу, чтобы эта плеяда спортсменов не заканчивалась и появлялись молодые таланты, а мы, тренера сборной России, будем помогать им в этом. Хочу пожелать участникам соревнований удачи и пусть победит сильнейший. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется супруге Романа Михайловича Дмитриева Антонине Сафроновне Дмитриевой. Всем добрый вечер. Сегодня нас в очередной раз собрал здесь именно Роман Михайлович. 50 лет назад он удивил весь мир, что простой якутский паренек
из далекого, забытого, глухой тайге поселка смог достичь олимпийской вершины. Многие в мире тогда не знали, что есть такая республика Якутия и что есть такой народ Саха. Первые годы Романа Михайловича принимали за японца. Но в то же время мало кто в свое время тоже знал, где эта Япония. Сегодня мы собрались на очередной турнир его памяти, который, несмотря на все обстоятельства и внешние факторы, собрал здесь лучших борцов из разных регионов и 5 зарубежных стран. Я надеюсь, что мы никогда не прекратим собираться здесь ежегодно, так как турнир очень важен для того, чтобы сбылась мечта всего якутского народа о новых золотых олимпийских медалях. Этот турнир позволяет повышать борцовское мастерство наших спортсменов, а также совершенствовать соревновательную практику в схватках с лучшими спортсменами других регионов и стран. От всей своей семьи хочу поблагодарить организаторов этого турнира, каждого человека, который ежегодно вносит свою лепту в это дело. Отдельная благодарность главе республики Арсену Сергеевичу Николаеву, правительству республики, Министерству спорта, училищу Олимпийского резерва и спонсорам, а также участникам турниров, тренерам, судьям, всем любителям вольной борьбы, журналистам за вашу беззаветную преданность вольной борьбе и памяти о спортивных подвигах Романа Михайловича. Хочу вам всем пожелать удачи и великих побед. Спасибо. Роман Дмитриев был выдающимся борцом 20 века. Память о нем живет в сердцах многих россиян. Роман Дмитриев был настоящим героем своего народа, не только талантливым спортсменом, но и человеком с большой буквы. Мы, якутяне, помним о его блестящей победе на Олимпийском ковре, благодаря которой весь мир узнал о Якутии и якутских борцах. Роман Михайлович неоднократно доказывал, что спортивные подвиги – это удел людей мужественных, самоотверженных, беззаветно преданных спорту. События давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Время менять, обещания стартивные, но это сделано здесь и сейчас.
этом торжественная церемония открытия Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти выдающегося сына Якутии, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева завершается. Вольная борьба – это не только сила в физическом выражении, но и острота и скорость мышления, чего желаем участникам турнира. Пусть победит сильнейший. Дорогие друзья, мы желаем вам мира и добра, крепкого здоровья и благополучия. Добрый день, уважаемые любители вольной борьбы. Продолжается первый день всероссийского соревнования по вольной борьбе, посвященного 50-летию триумфа в Олимпийских играх в городе Мюнхен 1972 года. Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Михайловича Дмитриева. Главный судья Салтан Сергеевич Засеев, судья международного российской категории. Главный секретарь Николай Дмитриевич Николаев, судья международной российской категории. Все соревнования пройдут на ковре «Б». Я отправил, выкатите, пожалуйста. Отправил, да? Да. На ковре начинаются поединки весовой категории до 97 килограммов. Пятый круг. Приглашается Жорик Джуоев, Республика Северная Осетия, Алания, Илья Жибалов, Республика Бурятия. Привет,
Чистую техническую победу одержал Жорик Джоев, Республика Северная Осетия, Алания. На ковер весовой категории до 97 килограммов, 5-й круг, приглашаются Отбаян Онкон-Адан, Монголия, Владислав Козлов, Республика Беларусь. Победу на душе одержал Владислав Козлов, Республика Беларусь. На ковре начинаются финальные поединки весовой категории до 86 килограммов. Борьба за 3-е место. Приглашаются Айтал Уйгуров, Республика Саха-Якутия, Руслан Юршин, Иркутская область.
Ария. На ковре с явным техническим преимуществом победу одержал Руслан Юршин, Иркутская область. И тем самым завоевал 3-е место. На ковер приглашаются Усус Риедуй от Гонба, Монголия, Егор Нужин, Амурская область. Борьба за 3-е место в весовой категории до 86 килограммов. На ковре чистую техническую победу одержал Егор Нужин, Амурская область. И тем самым завоевывает 3-е место. На ковер приглашаются Тимур Катаев, Красноярский край, Мустафа Гаджи, Малачдибиров, Республика Дагестан. Борьба за 1-е место. Встречу обслуживает судейская бригада, руководитель ковра Подсевальников Андрей, Республика Молдова, арбитр Баркенхоев Исрафил, Республика Ингушетия, боковой судья Семенов Сергей, Республика Саха-Якутия. Все судьи международного уровня.
В синем трико выступает Мустафа Гаджи Малачдибиров, Республика Дагестан. В этом году он занял первое место в финале первенства России. Против него в красном трико выступает Тимур Катаев, Красноярский край. Он завоевал серебро в этом году в финале первенства России среди юниоров.
Мало, уже все. Запах обрав, давай. Под тебя, давай, отключай. Ну! За 5 возьми достаточно. Давай, уже бафа, давай. Давай деньги, давай. Авто давай, давай. Стой. Захват, авто, когда в салон. Какой ты? Что начинаешь? Давай, захват на бак. Минут. Запах. Шкай. На ковре с явным техническим преимуществом победу одержал Мустафа Гаджи Молочкипиров, Республика Дагестан, и тем самым завоевывает первое место. На ковре начинаются финальные поединки в весовой категории до 74 килограммов. Приглашается Тумен Бадиев, Республика Бурятия, Армен Мусикян, Республика Армения. Борьба за третье место. Давай 2 веса подряд на гребень. Возьми 6 точек. Сейчас, ребята, надо вы же не знаете, да? Уважаемые призеры, просим вас собраться на награждение за кулисами. Весовой категории до 80
86 килограммов.
На ковре победу одержал Тюмень-Бадиев, Республика Бурятия, и тем самым завоевывает 3-е место. На ковер приглашаются Айтал Белолюбский, Республика Саха-Якутия, Богдан Грибанов, Кемеровская область. Весовая категория до 74 килограммов. Борьба за 3-е место. Внимание! 86 килограмм призеры, родители награждения.
Победу одержал Богдан Грибанов, Кемеровская область, и тем самым завоевывает 3-е место. На ковер приглашаются Антон Сучков, Красноярский край, и Александр Болтуев, Иркутская область. Весовая категория до 74 килограммов. Борьба за 1-е место. Судейскую бригаду представляет руководитель ковра Баркенхоев Исрафил, Республика Ингушетия, арбитр Гульчеев Валерий, Республика Северная Осетия Алания, боковой судья Даричев Юрий, Приморский край. Судьи международной категории.
Победу одержал Александр Болтуев в весовой категории до 74 килограммов и тем самым становится обладателем золотого медаля. Уважаемые любители вольной борьбы, участники соревнований и гости, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Михайловича Дмитриева, посвященного 50-летию триумфа в Олимпийских играх в городе Мюнхен 1972 года. Весовой категория до 97 килограммов. Награждение победителей и призеров проводит вице-президент Федерации спортивной борьбы России Константин Валерьевич Климов. За третье место бронзовой медалью награждается Илья Шибалов, Республика Бурятия. Награждается Владислав Козлов, Республика Беларусь.
награждается Жорик Жуоев, Республика Северная Осетия, Алания. Денежные сертификаты вручает Константин Валерьевич Климов. Награждается Илья Жибалов, Республика Бурятия. За второе место Владислав Козлов, Республика Беларусь. За первое место Жорик Жуоев, Республика Северная Осетия, Алания. И тренеру чемпиона 20 тысяч рублей. Сертификат награждается. Главному тренеру чемпиона. Начинается церемония награждения победителей и призеров в весовой категории до 86 килограммов. Награждение победителей и призеров производит заместитель председателя правительства РСЯ Сергей Васильевич Вестников. Бронзовой медалью награждается Руслан Юршин, Иркутская область. Бронзовой медалью награждается Егор Нужин, Амурская область. Серебряной медалью награждается Тимур Хатаев, Красноярский край. Золотой медаль награждается Мустафа Гаджи Малачтибиров, Республика Дагестан. Также золотой медалью награждается тренер чемпиона
Шамиль Будагомедов, Республика Дагестан. Также награждаются призеры денежными наградами. Руслан Юршин, Иркутская область. Егор Лужин, Амурская область. Тимур Котаев, Красноярский край. И чемпион Мустафа Гаджи Малачдемиров, Республика Дагестан. Также награждается тренер чемпиона Продолжаем финальные поединки. Весовая категория до 65 килограммов. Борьба за третье место. Приглашаются Иван Карагеоргий, Республика Молдова, Анатолий Громыко, Республика Беларусь.
победу одержал Анатолий Громыко, Республика Беларусь, весовая категория до 65 килограммов. И тем самым завоевывает 3 место. На ковер приглашается Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия, Умар Умаров, Республика Дагестан. Борьба за 3 место. Ногами подойди, ногами шмат. Готов, Умар, давай. Четко до конца, став, посадись, спокойно, не торопись, посадись. Еще, в зоне, давай, Умар, давай. Еще, четко, так же атаку, четко. Да, завязал вниз. Внимательно. Давай, нормально, не смотри. Мал проиграл, давай, минута ровно еще, давай, работаем. Браво, давай, 30 секунд, Умар, давай, чуть надо, да.
Ну, анкета, анкета. Спокойно, 20 секунд, спокойно. Да, сам, не давай. 5 секунд, не внимай. Давай, еще Марк, теперь работать надо. Да, не отдавай, внимательно. Правильно, лево. Давай, сам, не отстай. Не отстай, как надо, работать надо. До конца четко. Четко. Води. От себя закрыл. Еще так же, как и не, он тогда не работает. Еще раз, да. Руку правую, Марс. Руку правую снизу. Минута ровно осталась. Давай, минута, ума. Внимательнее. Эй, 30 секунд дали, работать надо. Просто вытолкни, ума. Забежи просто, Марс, снизу. Нормально все, 25 секунд, давай, внимательно, не ведись, В весовой категории до 65 килограммов третье место занимает Умаров, Республика Дагестан. Начинается финальный поединок в весовой категории до 65 килограммов. Приглашается Иван Потапов, Республика Саха-Якутия, Магомед Байтукаев, Чеченская Республика. Борьба за первое место. Он без новогодия. Без новогодия. Машина пошла без новогодия. Совсем ура. Судейскую бригаду представляют руководитель Питаров Амурхан, Красноярский край, Дуизавентов Александр, Красноярский край, Жанчиков Макуа, Республика Бурятия. Я спрошу, если деньги надо, я вам отдам.
весовой категории до 65 килограммов чистую техническую победу одержал Магомед Байтукаев, Чеченская Республика, и завоевывает золотую медаль. Парни, вы обратно спускаетесь. Уважаемые любители вольной борьбы, гости, участники, начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Весовая категория до 74 килограмм. Награждение победителей и призеров медалями, дипломами и денежными сертификатами проводит министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Бронзовой медалью награждается Богдан Грибанов, Кемеровская область. Бронзовой медалью награждается Тумен Борисов, Республика Бурятия. Серебряной медалью награждается Антон Сучков, Красноярский край. Золотой медалью награждается Александр Балтуев, Иркутская область. Также золотой медалью награждается тренер чемпиона Александр Федорович Балтуев. Денежные сертификаты за 3-е место. Сертификат за 2-е место. Сертификат за 1-е место. И сертификат присуждается тренеру чемпиона. Оля, пусть объявят, что Владислав.
На ковре начинается борьба в весовой категории до 50 килограммов. 57 килограммов. Приглашается Петр Адамов, Республика Саха-Якутия, Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия.
перезапуска будет? Наверное, просто слишком. Ага, хорошо тогда. Ну, обычно как мы весовой категории до 57 килограммов бронзовую медаль завоевывает Жангал Баяндуев, Республика Бурятия. На ковер приглашается Еламан Амангельды, Республика Казахстан, Баир Баяндуев, Республика Бурятия. Борьба за третье место.
В весовой категории до 57 килограммов чистую техническую победу одержал Баир Баяндуев, Республика Бурятия. И тем самым завоевывает третье место. Третий. Еще. Уважаемые любители вольной борьбы, гости и спортсмены, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Весовая категория до 65 килограммов. Награждение победителей и призеров медалями, дипломами и денежными сертификатами проводит чемпион мира, старший тренер сборной команды России по вольной борьбе, депутат Народного собрания Республики Дагестан Абдусалам Мамадханович Кадисов. За третье место бронзовой медалью награждается Анатолий Громыко, Республика Беларусь. За третье место бронзовой медалью награждается Умар Умаров, Республика Дагестан. За второе место серебряной медалью награждается Иван Потапов, Республика Саха-Якутия. И, наконец, за первое место золотой медалью награждается Магомед Байтукаев, Чеченская Республика. Тренер Бисаев Антон Ибрагимович. Также сертификатами награждаются за третье место Анатолий Громыко, Республика Беларусь. Умар Умаров, Республика Дагестан. Сертификат за второе место присуждается Ивану Потапову, Республика Саха-Якутия. Сертификатом за первое место награждается Магомед Байтукаев, Чеченская Республика. Начинается финальный поединок в весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Лев Павлов, Республика Саха-Якутия, Артем Кабаев, Республика Северная Осетия, Алания. Борьба за первое место.
Судейскую бригаду представляет руководитель ковра Тумурбатор Батор, Монголия. Арбитр ковра Мальников Андрей, Республика Молдова. Боковой судья Базаров Эльбек, Забайкальский край.
Челлендж проигран. Балл борцу красной звезды. Борец синий трикот. Подойди на центр, иначе будете сняты с соревнований. Здесь объективное судейство. Проигрывать надо тоже уметь достойно. Весовой категории до 57 килограммов золотую медаль завоевывает Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. Уважаемые любители вольной борьбы, гости и участники соревнований. Начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Весовая категория до 57 килограммов. Награждение победителей и призеров медалями, дипломами и денежными сертификатами производит сын Романа Михайловича Дмитриева Роман Романович Дмитриев. Приглашаются призеры весовой категории до 57 килограммов.
награждаются победители и призеры весовой категории до 57 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждается Баяндуев Жангал, Республика Бурятия. Также за третье место присуждается бронзовой медалью Баяндуев Баир, Республика Бурятия. За второе место серебряной медалью награждается Артем Кабаев, Северная Осетия, Алания. За первое место золотой медалью награждается Лев Павлов, Республика Саха, Якутия. Также золотой медалью награждается тренер чемпиона Данилов Николай Романович. Присуждаются сертификаты за третье место Баяндуеву Жангалу, Республика Бурятия, Баяндуев Баир, Республика Бурятия. За второе место сертификат присуждается Артему Кабаеву, Республика Северная Осетия, Алания. За первое место сертификат присуждается Льву Павлову, Республика Саха, Якутия. Также присуждается сертификат тренеру чемпиона Данилову Николаю Романовичу. На этом церемония награждения победителей и призеров первого соревновательного дня завершается. До новых встреч! Hola,
Поднимись. Уже не решили придёр и главное. Вычеркни. Она будет.